Всем привет! Вы на канале Team Spirit MLBB, на связи я, Хармоша, и я надеюсь, что вы скучали по влогам так же сильно, как и я. Направляемся к ребятам на буткемп, ведь сегодня стартует плей-офф стадии MCC за выход на главный турнир этого года М7. Вот мы уже и на месте, приехала к ребятам на буткемп, поднимаюсь по ступенькам, let's go вовнутрь. Ну здорово, там парни смотрят игру, го смотреть. Let's go. Грейнджер вообще халява, просто дамажит всех налево-направо. Еще топ горит. Этот файт не выиграть на ВП невозможно. Слишком много отдали. Что за второй был на киле? Куда еще глубже прыгаешь? Не умри, только не умри, только не умри, только не умри, только не умри. Только не умри, Лавли. Бля, братанчика, на их 4 слота уже когда высушивать будет этот, фрипик справа для их. Что за ур делать, блядь? Внимание? Attention, attention. You just want attention. Охуеть. Да, шотнули Фреда, я в шоте. Тенчика. Все, г. Ну путай БП. Просто Всё, грубо. Так они их убили. Чел, чел. Как ты умерла? Задоджил, лапу скокут, лапу скокут, лапу скокут. Дамага нету. Да нет. Фаша лапульт нужен, Фаша лапульт нужен. Нету крипов, нечем, деф, это Так, я вас чуть-чуть потревожу. Короче, у меня бабушка сделала сухари с чесночком. слишком мало за минус 2. Она сама печет хлеб, а потом, короче, делает насыряет чесночком и маслом. Very tasty. О, пахнет. Ну вот это в смысле? Но они прям чесночные. Имба. Саву. Они что-то чуть влажные. Типа они. Они с пылу с жару, потому что ехали сюда. Вот если бы они прямо из печи вообще пушку. Вот если бы были горяченькие. Ой, все, вы капец вы зажравшиеся. Добже. Wszystko dobrze. На лапу просто макро-микро. Все, тут стик нажать. Ну все. Nice. Так, После пинг-теста. у ребят сейчас будет пинг-тест. Сансет разрешил мне поиграть на его телефоне пару минут. Но это все по четким наблюдениям, вы просто не видите, как он там стоит. Сейчас оценим, почему в видосе 1 на 1 Хика так возмущался про кнопки. А почему он мне спальники плачущие отправляет? Это что? Ай-яй-яй. А чего у Сильваны с уроном? Да? Ладно, подойду. Она еще меня позорит, не попадает вторыми. Вы просто не представляете. Будут как- думать, что я не в прайме. Пачку тебе еще одну. Спасибо. Он меня и так тут где-то под тавером. Ты куда флип нажимаешь? Мне страшно стало. знаю. Итак, у нас есть перерыв между пинг-тестом и нашим матчем. Где-то 1,5 часа, получается, нам выделили времени, поэтому мы с Никитой собрались тут на уютненьком диванчике. У нас здесь царит новогодняя атмосфера. Расскажи мне, почему мы решили пикнуть Верса? Естественно, смотрели за результатами их противостояния с ЦХ. Жесткая битва, и Киберхиро внезапно показали класс. Причем я предиктил, что в первой катке Киберхиро выиграют, а они проиграли, зато потом закрыли 3 подряд. Но не суть. Короче, да, смотрели матчи, и я думаю, что здесь сыграла роль чуечка Кида. Кид прям, у него была чуечка, что надо Верса выбирать. И даже вот при финальном выборе, вот прям уже финальном, ребята это на буткемпе сделали, я еще тогда не приехал, то есть я приехал на день позже, поэтому финальное решение здесь ребята коллективно сделали, я даже в нем на самом деле не принимал участие, но в целом я не то чтобы спорил, на самом деле. Я знал, что неважно, кого мы выберем, Cyber или Верса, мне кажется, что обе эти команды были примерно равного уровня. Кстати говоря, интересный факт, что в прошлом сезоне оба полуфинала, такие же были, да, мы с Верса и Cyber Hero с ВП, и там были 3-1-3-1, а сейчас 3-0-3-0. Но не суть. Ты спросила про результаты в групповой стадии, здесь тоже момент такой интересный, что групповая стадия для Верса, по крайней мере, на мой взгляд, по ощущению, как оно было, вот мы тоже с ребятами обсуждали, как Верса выглядит в групповой, потому что если вы там глянете нашу первую с ними встречу, там просто уничтожение, там прям стомп лютый. И у нас отличное начало сезона первое, потом у нас случился кризис и вот просадка, которая, я думаю, что вот при этой просадке мы даже играли с Верса в том противостоянии, и вот эта плотная борьба, которая у нас была, при том, что мы не были в прайме. Насчет ВП. Проиграли им в регулярке в последней встрече на втором круге. Что пошло не так?
Ну вот как раз я начинал тебе говорить про кризис, с которым мы столкнулись по ходу сезона. Ну это база вообще, что команда не может все время быть на пике. Это невозможно, как бы мне этого не хотелось, как бы команде этого не хотелось, да. И я думаю, что здесь как раз мы вот этот турнир Horny Box сыграли, где мы тоже проиграли. И там вот как раз это, наверное, стало неким катализатором кризиса, который у нас возник, с которым мы как раз разбирались вторую половину сезона, и вот поражение ВП, оно как бы усилило в некотором роде этот кризис. В кризисе как раз происходит вот этот некий импрув, да, улучшение, там, сближение команды. Как бы ощущается, что перед этим плей-оффом мы в отличном расположении духа. Да, как раз о расположении духа. Расскажи, как ты выстроил тренировочный процесс? Ну, у нас базовое расписание, на самом деле, не отличается сильно от прошлого буткемпа, то есть я стараюсь какие-то, инициативы внедрять, да, какую-то инициативу проявлять в определенных аспектах, вот, но мне кажется, что у меня это лучше получалось в Азии, чем здесь, вот, потому что здесь все-таки я и чувствую расписание по-другому, оно такое, знаешь, более вечернее, то есть если в Азии мы играли по 3 скримблока в течение дня, там было больше структуры и понимания, как будет день проходить. Насчет работы в онлайне. У нас появился аналитик УПС. Так. Расскажи, как теперь выстроены у вас рабочие процессы? Как бы УПС сейчас в первую очередь занимается статистикой, он также занимается анализом игры, анализом оппонентов, как бы смотрит, что кто делает, составляет, соответственно, исходя из этого всякие разные материалы. УПС делает важную работу, в первую очередь статистическую, во вторую очередь по стратегической подготовке какие-то моменты он мне там пишет, подсказывает, именно и по игре самой, да, отмечает какие-то моменты, и мы потом с ребятами на разборах это обсуждаем. Что хотел спросить про УПСа. Как вы его нашли? У него образование психолога, он в целом толковый чел, толковый профессионал. И мы с ним работали, и он с одним игроком делал магию. Он с ним выходил поговорить на 5 минут, и человек начинал играть. Ну и я с ним тоже разговаривал много где-то, он там мне тоже где-то подсказывал, когда ты сам играешь, и вот этот взгляд со стороны, и человек, который может тебя как-то направить, помочь, это всегда важно. Я подумал, что, наверное, хороший момент, чтобы ему предложить, такой человек, как УПС, может хорошо подойти. Но вы не расстраивайтесь, потому что впереди у нас будет М7, где мы обязательно пообщаемся с УПСом, и у нас будет подкаст в числе 3 лиц, где буду я, Никита и УПС. Я подумал, старт в 30. Сходил на балкон, и его перенесли на 45. Вовремя. Это значит, что я не баню эксповика, потому что он забанил эксповика, который я хотел банить. Да? Так что Ранус был великолепный бан, потому что он не может Рануса против. Как вы могли услышать, у ребят вовсю идут драфты. Я взяла вас сюда немножечко поговорить. Вспомним прошлый регулярный сезон. Встречи с Версом за 2 круга закончились со счетом 1-4 в их пользу. Но в плей-оффе все обернулось иначе. Мы выиграли 3-1, пошли по верхней сетке и забрали свое первое место. В этом году регулярка зеркальна, но в нашу пользу 4-1. Мы снова встречаемся с ними в плей-оффе. Матч обещает быть очень интересным, поэтому давайте уже скорее смотреть. Хочешь получать от игр Team Spirit еще больше эмоций? Тогда переходи в телеграм-канал и забирай подарки от наших друзей. Мы не знаем, как сегодня будут играть Версы, поэтому от каждого нужно максимум 100% играть дисциплинированно, full фокус, как и всегда за эти 2 недели парней. Все очень хорошо отработали, отыграли, и важно всю энергию, которую накопили сегодня, выплеснуть и раз***ть их Версы, парни. На full фокусе помним дисциплинированно по заходам на D3, помним про пачки, не забываем про пачки, парни. И жестко этих версачей. Let's go! Собрались! Раз, два, Team Spirit! Let's go! Прям борьба за этот синий баф, да, сейчас какая-то происходит, ваншот претендует на него, но сейчас весьма это дается. Да, и как будто бы Team Spirit без какого-либо препятствия будет забирать этот объект, Верстайм здесь никак не будет мешать. Наступление, китбомба в задней линии, тем временем по центральному таверу по Т1 пытаются отыграть игроки коллектива Team Spirit, китбомба один на себе делает несколько оппонентов, Маркс погибает, но при этом вот только настакался, минус 3 уже делают, да, есть килл, забирают Савоча, да, и подходит на по нижней линии, неплохо Кими там попадает сразу по нескольким оппонентам, очень мало хп остается у Кафа, Кафа отступает, Бор оставил путь славы, но при этом сам первый здесь в этой ситуации погибает. Ультимейт Савоч через удар цунами забирает Ксена, падает Бора, крипчик есть, подходит пачка по миду, и возможно эта карта закончится меньше, чем за 12 минут. Флик от Хит. Так он правильно видит.
Так, у нас гейм 2 сейчас, они даблпик будут, мне придется Фреда банить. Да, ну Здорово, и подожди. вот Сена врывается по топу, там Спайсер кидает ультимейт, китбомба, очень мало хп остается у Касла, Касл здесь погибает первым, Сена как будто бы тоже может отсюда не уйти, догоняет его стрела, при этом отдает еще и Смайт, здесь ваншота добивает, по итогу Сена это дабл. Прилетает дракон, прожимает АЦ по плюс 3, добьет он здесь Кадиту, пошел ключ от Харита, пытается Марс здесь немножко распрыгаться, не достигает. Ваншота не сумел забрать его, настакал Сучон в очередной раз, стан попадает по Хика, Хика больно, он выдает ультимейт на развороте, подтаскивает Марча забирает, Хика живет до последнего, но Ксена прилетает на Интерсак, делает закилл, уже стан от лапу идет, Китбомба здесь все еще жив, и выдается лодку. У нас по Бора, и Бора отправляется в таверну. Ультом отлично, сейчас на антиконтроле. Касл играет, Бора отзонил большую часть состава соперников, залетает сюда у нас Чон, Кадита раскастовала свой ультимейт, Бора очень сильно страдает, пошла клетка от Сансет Лавра, минус бессмертие у Бора, добивают там Ксена, из него тоже бессмертие, выбивают Марш на низком показателе здоровья Бора, минус по итогу, это размен 1-0. Или после того, как потерял бессмертие, это маньяк уже от ваншота в этой встрече. И Ксена попытка как-то остановить, наверное, это нападение на свой трон, но ничем он здесь не поможет. Team Spirit завершает вторую. Затролленная игра, но сойдет. Как ее долго играли? В этот пуст, но понимаешь, что здесь Эсма, да, пробить пока не хватает, и раскастовывает ультимейт от Грока, но дэмэджа пробить Эсму просто банально не хватает. Запрыгивать здесь Касл вынужден отступать, Китбомба очень мало хп, ваншот пытается все-таки каким-то образом догонять все Касл, и там в прыжке ваншота просто ультимейтом. Касл сейчас подловил, такой шикарный ультимейт от Кожика получается сразу по 4 оппонентам, при этом Кожик погибает первым, погибает также и Бора, Марч живет в полном составе игроки коллектива Team Spirit, при этом хавают еще и Марча, это минус 3 Касл, как это произошло, почему там такой шикарный был ультимейт? Пытаются выхиливаться, здесь еще и Коджик первый пытается попасть по Коджику, не попадает. Как он живет? Увеличивает свою скорость передвижения, Терезла! Как же живет здесь Китбомба? Касл пытается телом на отомщение каким-то образом здесь что-то дефать и при этом выживать, но не будет это удаваться, но и с крипами. В трон заходят игроки Team Spirit, это 3-0, победа команды Team Spirit. Он кинул Чичи! При старта 0-2! Всем привет, сыграли серию, 3-0 выиграли Versus Time. Достаточно просто, первую игру супер легко было, там все хорошо было и подрафтили, и сыграли. Вторую игру чуть-чуть где-то осечки были, типа тоже очень простая игра должна была быть. По итогу немножечко мы там запнулись. Потом типа все равно выиграли 2-0. Потом третья игра была против Верса, там было достаточно тяжело в третьей игре, все пошло абсолютно не по плану, и пришлось играть от отставания, и где-то какие-то лазейки мы нашли, выформили. Был план, чтобы Харит выформил и начал дамажить, даже ту же Эсму, и по итогу где-то 3, по-моему, удачных файта для нас. Ну, еще там кучу разменов было. Я помню, Лисун слишком агрессивно играл, умирал. Потом 3 удачных файта, и уже полностью игра была под нашим контролем. В целом, типа, окей. Против Верса хватило, выиграли. И надеюсь, что завтра мы подготовимся получше. Потому что сегодня были моменты, где можно сильно улучшиться. Вот. Завтра против ВП, думаю, будет игра сложнее. Насколько, не знаю. Увидим завтра. Всем привет, доброе утро. Сегодня мы будем играть в финал верхней сетки. Мы играем пинг-тест. Тут кентики сидят. Там кентик с моего аккаунта сидит. Пинг-тест проходит. Ну и все, увидимся на играх. В этот раз Сансет сам кликает на пинг-тесте. Ему не понравилось, как я отыграл на Наваре. Ну ты видишь, у меня 0 смертей, видишь? С каким счетом я закончил играть на Наваре вчера? 6-8-6. Это арголд пушу каждый раз на Роджере. Тебе трансформер нравится больше? Нет, там просто кринжовый, поэтому возьму его. Давайте, парни, собираем фулл энергию, настраиваемся на жесткую ее. Помним про все, что говорили, про пачки не забываем. Играем четко, уверенно, терпеливо на заходах, всегда все коммуницируем, не молчим вообще ни в коем случае, все время разговариваем, фулл коммуникация, фулл настрой на ВП. Проходим на чемпионат мира, собрались парни, let's go! Раз, два, Team Spirit! У нас уже начинает разминаться, Заур запрыгивает здесь прямо на первом скилле, Фредерин отпрыгивает от всего этого дела, Черепаха ресетается, Сава не попадает ни по кому, по итогу на клетка им ставится весьма неплохая, пока идет отыгрыш Плута, выпрыгивает из клетки, Бобер в очередной раз отправится таверну, потому что нет у него флика, а вот Заур засмайтил Черепаху, ну и кто пытается снести тавер, у нее это практически получается, Китбомба пытался дефать, но туда закатывается уже Заур эгоист, и
Плуто цепляет Теризу, у него есть ульта, правда. Сава, ультимейт за спину. В этот раз Кит-бомба выживает, клетка им стоит, но слишком далеко от файта. Сава должен быть здесь и погибать. И это третий фраг для супер Егорки. Бэткоп сейчас какой-то ульт по Хариту, а тем временем плохой файт начинается. Вытаскивает не Харита, он вытаскивает ваншота. Тот, отличная контр-инициация. Бэткоп против Таверну. Да, Заур все-таки забирает лорда, но тем не менее в размен идет Бобер. Он падает Таверну, Плуто зацепил ваншот. Также Хика забирает для себя первый фраг с почином же его. Но 3-0 по итогу размен. Минус 3. Бэткота тоже должен забирать Кит-бомбу. Слегка прыгает первым, все-таки промахивается. А Бобер отправляется на топ. Посмотрите, какая огромная пачка крипов идет уже по верхнему коридору. Да, и тем временем у нас остается буквально один Бобер. Уже заваливается им перед все кнопки будут нажиматься. Здесь просто троны начинает играть Спирит. Да, эта игра была невероятная. Бля, что ты делаешь там на Вторая игра еще тяжелее. Алло, Выше герой супер Егорки. Вторую гораздо сильнее надо отыграть. Скажи пик, какой он скажет. Торренси. Стан по Кит-бомбе хороший, он отпрыгивает назад, Плуто цепляет оппонента, и по Кит-бомбе идет доигровочка. Бобер забирает фраг для себя, инвиз пошел еще от Сава в ответ. Пытается как-то напасть на оппонента, ульта от... Не считая этого нет. Ой-ой-ой, Плуто подставился! Еще Хика ультимейт хороший поставил, топ от него пошел, пытается зонить оппонента здесь. Ваншот нарезает в это время по черепахе. Должен забирать бы здесь весьма быстро. Да, Кит-бомба тоже пытается на развороте, Стан откидывает, отпрыгивает назад в обычной форме Бобер. Хотя Чич здесь в ответ кучу контроля, и Бобер в ультимейте лапу-лапу доигрывает по вражескому мидере, но тут уже на подскоке ваншот решает вопросики, Бобер падает Таверну. Да, догрызли также и Сава Virtus.pro. Вперед найти какие-то варианты, потому что нужны киллы, перекидывание идет со стороны Virtus.pro, перекидывает Хика падает, под Sunset играет, Бэткот отходит назад, еще одна цель для стороны Virtus.pro, Плуто делает килл на ваншоте, минус 2 делает, Кит-бомба просто дикий дэмэдж выдает, но этого не хватает, минус 3, минус 4 должны делать Virtus.pro, да, легендарно получается за врагаиста, и это победа для команды Virtus.pro. Да, Сансет не получится вернуться на базу, еще и минус 5, Тим Вайп. Он везде первый, он везде, все боятся его, блядь, в смысле? Что мы облока взяли на третий, ну как будто на облока, в смысле? Блядь, если втроем придут, блядь, и нихуя не происходит на карте, конечно, блядь. Мне по таурам убивают уже. Так мы не можем стоять на миде с Валя, блядь. Танки, да, у них, блядь, просто лучший мид, блядь. Что делать? Калея нужна для этого. У них Калея была, Санста убили, потому что он ошибся. Что ты хочешь услышать? Одно хп Валя была, Калея Это не играбельно, и когда у меня это не проигрывает игру, вот что я хочу услышать. Сава страдает, поставил стенку, отлетел в таверну, может быть сейчас подраться вместе с Хика, который пришел прямо сюда. И он должен попытаться забрать здесь Плуто, Флика пытается выйти, Плуто лоу, но Сансет его догрызает. Синий, кому же достанется? Ваншот он достается, идет игра по Зауру. Кит-бомба пришла. Выйти на черепаху, Сава, отличный ультимейт, но помощи нет. Плуто, все отвлекаются именно на этого игрока. Хика догрызает его, Сава отправляется в таверну, летит здесь Заур, ваншот, доджит треугольником его, Сансет. По ваншот играл за врагаиста, ваншот вылезает вперед, его просто взрывают. Супер Егорка делает килл этот важнейший. У Грока тоже огромная проблема, стоит в стане, как будто целую вечность, и, конечно же, его забирает даблкилл для игрока Virtus.pro, и это минус 3 в пользу команды Синий. Поэтому этот перевес, конечно, грустно, что на лесниках не хватает перевеса, но на голдерах его достаточно. О-о-о! Какой красивый ультимейт от все-таки Бэткота получился. 2 фрага моментально в таверну против ваншот и Хика. Здесь они пытаются, и здесь на развороте Бэткот далеко. Слишком он далеко ворвался, правда, и по Хика где-то доигровочка в ответ. Есть 1 в 1 размен. Стенка от Грока хороший. Грок, подброс по двоим. Заур эгоиста, Лоха по совершенно выходит, но доигрывает по нему Плуто с фликами, с Бобром. 20 секунд минус ваншота, для Кит-бомбы тоже долго нет. Играют патроны, игроки команды Virtus.pro идут вперед, просто выстегивает Sunset Lover и взрывают трон Virtus.pro 16-6. Не-не, скери то, что на спорт. Я просто помпушками крипов до этого не мог пачку держать. Эти черепаху учила, уебал, хилю, ты его не засматриваешь. Ну как на ларде, блядь. На арняще. Нет баланса. Ну что происходит опять, блядь? Почему ты не сматишь опять? Опять вас нету на топе, если что. Опять я с эконом 2 в 3 дерусь. Да не могут отдать просто туртлу. Мы не можем почему-то просто отдать туртлу и не фидить. Куда ты пойдешь, тут закрывается. Он забрал синий и идет на свой топ. Куда идти дальше закрывать? Ну бот разве что, правильно?
А тем временем хороший рывок на бот, должны собирать хит-бомбу, о том, что мы здесь не помогает. Успевает Светлый выйти бобер под очищ, но должны все-таки здесь забирать Сансет. Оформляет этот килл серии. Киллов для него пошел тем этот Плута, ваншот. Съели просто Падает. Просто моментальный ответ от медведей. Атака на вышке. Грок перетянула Джуси, но Грок этим пользуется. Да. Ищи дамаг по кика проходит. Плута падает, у него с возрождение. Возрождение показывается также для Бэт-кота. И ведет игра в ответ. Возрождение падает и Бэт-кота. По итогу у нас размен только один. Опять Лорда по кикам. бросает, Virtus.pro, игра дальше продолжается. Ваншот забирает Плута, но Плута неплохо отыграл с своей стороны. Санселавр падает, Кит-бомба почти взрывает, Кит-бомба живет, но недолго все-таки его добивают. Сзади ваншот против бобра и добирает обсидит соперника. 2 против 1, Слава 1 против 2. И Это здесь ГГ. без Это ГГ, вариантов. ребята. Это победа Virtus.pro. Первый град. Как он 1 в 10, блядь, смайтит опять? Что происходит? Да, мы убили двоих, но мало. Ты представляешь, что он делает? Все, игра закрыта. Вот для него игра закрыта, если так скажешь, блядь. У него человек заберет после экрана. Всем привет! Сейчас будет рубрика «Пробуем различные виды Два ток-поки». азиата хавают азиатскую еду. У нас здесь, значит, бульдак, вандерпоки, какой-то роуз ток-поки. Вот так вот выглядит у нас ток-поки карбонара. Пахнет в целом так же, как бульдак карбонара. Я, кстати, никогда не понимала хайп ток-поки. Это же макарон просто, нет? На вкус вкусно, если бы было острое, вообще имба было бы. Ну, 8. Ну, я не знаю, с острым соусом бы вообще 10 было бы. Ну ладно, из-за того, что это карбонара, я люблю бульдак карбонара, я ставлю, ну, где-то тоже 7,5 из 10. Следующий у нас роуз ток-поки. Остренькое. Ну, это тогда вообще пушечка. Да. Вообще хотелось бы еще острее. Оно острое? Да. Хост после этого умер. Это какой-то скам! Блин, так остро, блин! Она же вообще не острая, да? Согласна? Вообще не острый, Вот бы еще острее. 0. Еще острее и был бы еще вкуснее. 0. Зиро. Блять, он тоже выглядит красным, они вот, ничем если- не отличаются. Если красный, то острый, нет? Со вкусом перца. Какой-то план скам вышел, ребят. Не, он вообще не острый, кстати, просто вкус Оценку. перца. Вкус перца. Ну, это Как? похоже. Подожди, в чем логика? Оно не 70. острое, но со вкусом перца. Ну, со вкусом перца. Вкус перца просто, но не острый, я не знаю как. Острый, я не могу кушать. Да не, просто да, уже левую часть ротовой полости обожгла. Еще как тебе? Ну это вкуснее. Чем все? Мне не понравилось. Короче, я ничего не шарю в ток-поке. Зато я люблю острое. И блеваю весь соус бульдака. Если что, вот он заходит посмотреть пики в телеграм-канал Team Spirit MLBB, и вы тоже должны зайти и обязательно подписаться. Этот человек, когда кушает бульдак, он выливает полностью весь соус и говорит: да мне не остро, мне нормально в целом. Ну, так и живем. Да не, мне остро. Просто терпимо остро. Так, всем привет. Проиграли ВП 3-1. Не так хорошо отыграли. Неожидаемо было, но завтра будет жестко. У нас Best of 5, еще и Best of 7. Так что очень важный день. Мысли об игре. Третий драфт плохой. Второй надо было играть получше. Ошибки допускали. 3-1 проиграли ВП. Я не знаю, что особо про эту серию говорить. Завтра, наверное, будем против Versatime играть, будем опять Versatime выигрывать, потом будем ВП в гранд-финал играть, мы будем получше респектить, получше готовиться и делать наши планы, которые мы изначально хотели делать. И на этом все. Всем спасибо. Увидимся завтра. Пока. Подведем итоги дня. Комментарии Кида вы уже услышали. Ребята продолжают там разбирать игры, смотрят матч, а мы им не будем мешать. Поэтому увидимся с вами уже завтра в финале нижней сетки. Всем привет! Начинается финальный день МСС. Начинаем наш день игрой против команды Versatime в финале нижней. И потом будет гранд-финал против команды Virtus.pro. Давайте посмотрим, что делают ребята. Если я буду на каком-то контроле хикан, можно он, чтобы в тебя клик нажал, и инста в него контроль ебать. Ну, условно, фраг мог ебать в той игре. Или если тот ульта инста на тебя, кто зафолловит брать. А, ты про то, что типа если чел начнет... Да, если мы лоб стоим, 5-5 ты стоим. просто контр-сницируешь, и его никто не зафулит. Не только я, кто угодно может это делать. Фаша вообще справа, блядь. Ну ты видишь файт вот так, нахуй. Не вот так, блядь, долбимся.
Будьте full фокус, заряжены от начала до конца, с самого старта. Вы лучшие парни, я уверен, вас на все 100% сегодня только раз. Поэтому собрались, парни! Раз, два, три! Let's go! Пользуемся тем, что у нас вкусное предложение в лице Верстайм и Team Spirit. В этом противостоянии Минотавр попадает сразу к 4 оппонентам своим ультимейтом, но при этом погибает первым. Team Spirit остается пока что еще в полном составе. Очень мало КП у Савойч будет точно погибать, отсюда никуда не отпустит. Также и ваншота. Марч остается без КП, нужно его как будто попытаться китбомбе добить, но нет, Марч будет жить. Ультимейт через флик добивает там через первую по итогу все-таки китбомба своего оппонента. Выяснилось, Team Spirit очень важный килл сделать. О, по троим игра сейчас от Spirit великолепно. Минус Ксена, минус еще один ролл команды Versatime. Трипл килл для Хика. Вау, это огромный вклад. Впрыгивает, уже раскастовывает ультимейт, очень мало хп, остается у Касла, Касл забирает здесь первым, Лорд при этом играет по Т3 Тавру на топе, тут подходит еще одна пачка крипов, втроем игроки остаются Versatime, да, Коджик вот-вот должен появляться, возможно где-то будет какая-то ответка, но нет, погибает уже Бора, подходит сюда Коджик, но уже патрон начинает играть, но нет, от Хика, ну и просто патрону доигрывает эта победа. Какая частная карта. Еще быстрее. Если, ну, посмотри на миг. Смотри. У тебя же есть время? Значит, ты смотришь, дальше принимай решение. Я просто лесну весь файт там хрен. Это ненормально. Там сложности у Versatime вылетают вперед, от Санса Лауэр игра. Санса с 1 хп буквально уходит, но нет, его забирает Ксен, у Савы нет хитпоинтов, еще меньше хп, у Китбомба 1 хп буквально, и матч достреливает Хика. Тут будет дефаться, возможно, по миду надо переходить в мид, пытаться здесь задефаться, цепляют Санславр просто ничего не успевает сделать, у него не было флика, у него был ультимейт, но он не смог его использовать, вышли на центральной линии, падает, погибает также и Китбомба, без крипов остаются игроки агрессива Versatime, но при этом втроем. Team Spirit, да, 2 вышки как минимум падают, а скорее всего даже и 3. Хико успевает на 1 хп уйти, игра патрона от Versatime, будут пытаться добить этот трон и... Ну, тут равная игра, парни, тут равная игра после этого файта. 9-я минута, Харит Алиса, один лайн, блядь. По итогу ты не успеваешь к нам на топ, по итогу чилы и мид заберут, и топ заберут. Но это же неправильно. Где-то надо будет брать яйца в кулак и давать отпор, потому что прошлая игра просто не дали нигде отпора и все. На характере, парни, на характере. Let's go. Здесь совсем рядом находится Касл, ультимейт пошел от Китбомбы, неплохо попадает он своим простаном, и ваншот уже должен как будто бы доигрывать по этому объекту, забирает его ультимейт отбора, неплохой ультимейт получается от Савочи на его Матильде, и здесь бы отступить с Team Spirit, забрали Лорда, все здорово, но хотят немножко пофайтиться, один там остается Санславр погибает, Хика не сам в выгодном положении, находится здорово, Коджик через флик, играет ультимейтом лапу-лапу, забирает его, погибает сам Коджик, это размен 2 в 2. Через флик, ульта от Касла идет, прокат Санславр забирает Лорда, очень важный файт, у нас Коджик 1 хп, буквально на пол хп, он успевает уйти, ваншот без хитпоинтов, Ксена решила атаковать именно лесника команды соперника, делает килл Хика на Коджике, Кастл также падает, у Бора нет хитпоинтов, Марч единственный, кто пытается хоть что-то предпринять, но без вариантов. Минус 3, Team Spirit делает из ничего абсолютно. И уже толкают именно центральную пачку, понимаете, Team Spirit, что тут не надо подводить линии, тут надо заканчивать эту игру. Ксена пытается влететь в файт, очень много дэмэджа в себя получается, получает Матильда, не цепляется в него ультимейтом, хотя как будто могла еще дополнительно подцепить минус. Т3 Тавр на центральной линии уже заходит в базу, игроки агрессивы, Team Spirit все остаются без КП, если у него бессмертие, да, будет появляться. И как будто бы Марч ничего не сможет сделать, но Team Spirit будут заканчивать эту игру. Я даю гол! Ты вообще видел, как я тебя сейвил? Last fight. Флик, там задоджить этого, засейвить того, потом флик в Хикана, потом Хикан бессмертия. Я думаю, ай, подбили, братик. Что за скрытопул? Там Касл ни одного первого флика не нажал за 20 минут игры. Мэби ты застанешь после Баксия колеса, ну Хиканчик, ну не торопись. Так вот, это просто парни, ну релаксните немного, выигранная игра в нулище. Луна вообще не убить, блядь, ни в каком файте. Да, в черепахе остается уже половину хп, там Савоч еще неплохо так держит на расстоянии Марч заигрывается. Уже не первый раз это происходит, когда он остается, а это делать не нужно. Просто его забирают. Здесь он погибает в этом моменте, вообще суммарно минус 3 уже делал, там погибает еще и Борой. Атака, Атлас прикидывает двоих, хорошо под Пашей, ваншоты забирают, очень хороший килл для Versatime. Здесь Савоч присаживается на Коджика, у Коджика остается очень мало хп, он прокастует неплохой ультимейт, убит здесь уже от Беатрис, неплохой ультимейт от Атаса, Коджик забирает еще Савоч, погибает Китбомба, Хика без хп, Касл не будет его опускать, еще и подхавывает хп сейчас. Санса Лауэр догрызает его! Это трипл килл от Касла! Ваншот без хп, игра по ваншоту, а вот со стороны игроков по Versatime перекидывает двоих игроков одновременно, и сразу Фаша в двоих ультой, просто дикое количество урона, Китбомба погибает, падает Sunset Lover, урон заканчивается у Team Spirit. Они бы так да и герои какие, кому тут дефнуть, Иксбургу, из которого выбивает Фирагу моментально, или Ваншоту, который тут же погибает, это 2-2. Ладно, скип.
Ответить не может. Окей. Как у меня счетных едят? Ты можешь ПП выбирать, и потом, если что, он вынужден их забанить. И ты их забираешь в ФП. любом случае забанить. Баны скажи свои. Игрок, Тими, Бакси. На ФП. Коллеги нужно где-то всунуть. Он сейчас на коллеге хочет играть, нет? Тогда давать Бакси. Ну нет, нельзя. У тебя будет Грок Чичи плюс 1 пик, у них будет либо Калея слэш Кильдар. Собрались. Пятая карта. Жесткая. Собрались. Раз, два, Team Spirit! Let's go! Уже легко отдавать ему, цепляется в Савоча. Обсидия по нему попадает ультимейтом, не может он отсюда отступить фликом. За счет этого, ну теперь его уже отпускает его ультимейт. Коджик погибает, кстати, первым в этом файте. Уже на Марче присаживаются. Марч погибает вторым в своей команде. Без потерь пока что идут Спириты вперед. У Лорда 24 тысячи хп. Здесь полный состава команды будет, как только сюда подтянется Люнс. Касло очень сильно просаживает. Неплохий бомб попадает по нему ультимейт. Врывается в ваншот. Уже остаются без Касла. Неплохой ультимейт Хаябус. Но все выживают из игроков коллектива Team Spirit. При этом забирают еще и Бора. Минус 2 делают Team Spirit, выгоняя отсюда просто игроков Versatime. Очень сильно сконцентрированы в этой игре по объектам. Посмотри, лорд будет подходить, первый лорд, а там не остается ни одного Т2 табора уже, но это уникальная ситуация. Опа, Коджик играет и взрывает Хика. Изумительная игра со стороны Коджика, но ответка от Спирита забирает Коджика в ответ, да, очень мало КБ у Касла. И только Коджик остается, да, Team Spirit должны заканчивать эту игру. Игра по Коджик покрепал, на этого нет. Хорош. А, блядь! Твою мать, выиграли. Гвина, блядь, столько готовилась. МВП, иди нахуй. Кто пиздец вину? Они боялись вещества. Выиграли против Versatime 3-2. Очень тяжело что-то шло. Сейчас готовимся к Virtus.pro, гранд-финал. Все дела. Думаем о пиках. Думаем, что сейчас будем пикать, драфтить. Против Верса в некоторых катках чуть-чуть не пошло. Где-то пошло и затроллили. Прям жестко было там. Игра, где G7 была. Что можешь сказать по поводу драфта Верса? Четвертая катка драфт был жесткий. Они взяли Чонга на ФП, потом заставили наш Кими Ачич взять через Атласа. Мы недостаточно сильно душили, и Чонга было повезло на первый ганг. Он пережил урон, он должен был умирать, когда Кая его тянул. Саня! Помнишь, ты на Кае был, мы пошли на 12. Отдай Смайту 12, забери. А, точно, Саня. Я напомнила. Если они пойдут к нам на вазон, им пи***. Ну, вазон, если заберут, пусть берет даже. Если не может. У нас же Кими, Кая и кто там, Хильда? Ты чё, они на вазон выйдут, все там, гоп-гоп. Да даже если заберут вазон, ничего страшного. Да не заберут, там 12... такая драка будет в кровь, что они умрут. Я к тому, что логика все равно присутствует. 12-й важнее, чем обоссанный вазон. Заряжаемся, парни, входим в поток. Впереди best of 7. Заряжаемся максимально на всю энергию. Я чувствую, что энергия есть, и нам надо выплескивать ее жестко на этих Virtus.pro. Собираемся, входим в поток. Только лютейшая парни. Раз, два, Team Spirit! Let's go! Для того, чтобы подсейвить, бобер лоу хп, бобер отходит отсюда, подкидывание идет, Сава ФП на нем делается. Ой, какая инициация от Плута вместе с Бэткотом, но, к сожалению, этого не хватает, урона нету. Это минус 3 и Спириты 3 в 1 разменялись. Окно пофармить, но портал, который успеет призвать Плута, тут залетают все его тиммейты, и он как-то сейчас похоронит. Нет, Бэткот все-таки забирает Кика, но это единственный фраг, скорее всего, который сделал здесь Virtus.pro. Подожди, не запушат, не должны. А, нет, ну если сейчас Плута думаешь, нет? должны. Думаешь, Думаю, есть шансы, не запушили, подожди. да ну. Не тут же храбрейший боец играет дальше. В спине, кстати, Плута, в спине находится удар цунами, тут же помпушки залетели, по Плуту играют. Минус Плута, есть первый фраг для игроков команды Team Spirit. Дальше будет продолжение, минус лорд, Бэткот очень сильно страдает, лоу хп, прекрасная стенка ставится, вернее, клетка от Ив, добивает Заура эгоиста, и это 3 человека всего лишь на 5. Это будет большая проблема. Мой Фредри, нахуй.
выходит, блядь, на баксе, чипы пикает. Да, идет инициация, пол ваншота неплохая, и область наказания дальше работать, пол ваншота в итоге первого минусует, Кит Бомба разминает Заура и Гайдса, приходится отсюда отходить, путь славы, тут же ставится аватар стражи по двоим, прекрасная инициация от Плута, нужно закрывать, пытаться Virtus.pro своих соперников, но Супер Егорка также страдает, Сава минус половина здоровья, пытается его настигнуть Плута, но не получается, Кит Бомба там Соляну развлекает четверых, Кит Бомба, сколько же работы он выполняет, и сейчас как будто бы ВП могут просто покинуть от одного Кида, Бэткота зацепили, Бэткот, до свидания! Так, а тем временем у нас привязал еще и ваншотом вместе с Савой, попадает, здесь у нас готов очень неплохо по Хика, тот отпрыгивает, тут же фликом пытается нарезать по оппоненту, нужно приземлить, и еще один стак, но Заура Гаист уходит на Супер Лоу, Супер Егорка догрызает все-таки Сава, тем временем Кит Бомба по Зауру доигрывает также очередной стак для Хика, можно и по Бэткоту нарезать, здесь попытаться Кит Бомба, как же его тяжело здесь пробить на его Эсмеральде. Прицепили его, Плута, тут же аватар стражи пытается отойти отсюда, импульс притяжения, Плута, до свидания, 2 фрага уже оформляет для себя Спирит и двойное убийство для Хика. Все. Тройное, 8 стаков, все отлично, ну, GG well played, как говорится, остается только 2 человека. Так, и это маньяк, неужели Савага? Неужели это она? Очень хочет Савага, но потерял возрождение. Нет, остановится он на маньяке. Саунтить, блядь! Найс! Бакси, Зушин, Чон, бан. Фикс. Если не банить, у тебя и так получится хороший драфт. Если Зушин отдает с какой-то хуйней, Зушин будет хороший драфт. Великолепный против Калея. Типа от Супер Егорки я не боюсь икса. Я боюсь икса, мэйби только в лес от чела. Все. Если банит Бакси, Зушин, Чон, ты что получаешь? Чичи на дабл. Возьмешь чичи +1, надо решать, кто +1. Я думаю, готов надо взять, потому что чел если не банит. Потом на 3 возьмешь Харита или Бруно, Саня сам снизь, может они будут банить магов, потому что они боятся санста, может они будут банить на танк лесников. Если они все танк лесники будут банить, в крайнем случае, блядь, Селена, блядь, плюс... да, Селена плюс кого-то убийца. Садимся, алло! Фокус. Подловить, и они это делают. Зургаист прям пешком заходит сюда, но попытка от Плута заиграть по ваншоту, тот отпрыгивает назад, аватар стражи никуда не попадает. Потом на подброс от Кит-бомбы Плута с флика. Кит-бомба не туда, вообще не в ту цель, прокаст выдает. В итоге ярость от Сейчика плюс смайт, и Заура Гаист забирает. Как же хорошо Плута сейчас забайтил соперников. И даже если умрет, вообще все равно. Ну, умер и умер. Лорд зато достался коллективу ВП. И после этого уже как-то интересно. Тем временем хороший энгейдж дается, по двоим сразу ваншот, лоу хп. Кит-бомба также практически не выживает. Заура Гаист минусует своего соперника, но при этом минус Заура Гаист. Двойное убийство для Хика. Или нет, хотят попасть по Заура Эгоиста, будут играть, теперь нужно на развороте пытаться что сделать Virtus.pro. Заура Эгоист потерял половину здоровья Плута, тем временем в бэклайне находится Бобер, опять первым погибает в этом файте. Форма черного дракона по Супер Егорке, сейчас скорее всего будут скидываться кнопки, Супер Егорка вообще в мисс позиции добивает, но все-таки Сава, но при этом сам погибает, двойное убийство для ваншота. Не хватает контроля, вот, вешается чекнемет, как же он распрыгивается, на пачку уже патрона падает. Вот это было на чичи, твою мать, ты почему хочешь? Ты тренер видит, когда мид в нулище попущен, в нулище. Найс! Там мид, ты понимаешь, что с мидом? Ты, блядь, понимаешь, что с мидом происходит, блядь? Каждую игру у тебя 2 килла на миде. Готов 2-0 начинает. Можно пятерки не нафидить? Это невозможно. Приветствуется, инвиз пошел, сам пытается преследовать, на что-то уже садится, Заур оставляет за ними след из тени, но есть стаки у Сава, и он его догрызет мечом, вот он врыв, и нужно для Талицы прямо сейчас что-то полировать, пытается подход найти, но весь файт расслился, Бобер играет в Покет-бомбе, а Хика тем временем играет, Бэткот по остальной части команды опять, но Хика тем временем кидает свои мечи только по дропу, подброс имеет, есть ульта, есть заморозка, тем временем погибает Кит-бомба, но Егорка начинает нарезать, мега-убийство для Хика. По топу огромная пачка крипов, начинает кэрри, все разультовалось, играть по Сава с флика ушел отсюда, позор играется также игра, пытается по лорду быстро его просто взорвать не получится, Бэткота цепляет здесь на развороте, игрок неплохой подброс дает Кит-бомба, Бэткот забирает здесь уже гору подброс, очередной свой дает также и пошла раскастовочка, Кит-бомба уничтожает кэрри, Хика падает, правда, без скоров, это команда Team Spirit, но Санса здесь старается до последнего, Заура живет, у него имеется тень, нету теней, трипл килл для Кит-бомбы, на ультилапу погнал давить контент, но не хватает урона у него, Team Spirit, я не чемпион! Тихо! Кто пи***? Вот, лицо подставляйте. Кто в моем углу? Леща каждому. Ай, блядь. Кто не верил в эту игру? Признавайтесь.
Куда ты торопишься в пятерку? Блядь, ты видел, сколько раз я захавал? Ты видел? Сколько? Сколько? Ну сколько? Сколько раз? Миллиард! Три. Мы когда закончили играть, у нас офнулся свет. Я понимаю, насколько это вовремя. Хорошо, что не во время игры. Вот это свет офнулся просто невероятно. Отключите этот там. Нету света, он не включается. Нет, это от этого бесперебойника. Надо отключить компы, если что, если кто не понимает. А как интервью давать? Я не знаю, с телефона придется. Зайди с телефона, Рил. Ну, компы, света, видишь, нету. Как, у тебя интернет есть? У меня Да? 1% лишь Как? Ну, вот и нет. Давай. Wi-Fi есть. У нас сейчас будет небольшая рубрика «На столах». Всем привет, мы подводим итоги влога и всего плей-офф, который у нас был. Первый день, причем победили Верса, причем очень уверенно, крепкая 3-0 была. Про третью карту я прям, знаешь, хочу сказать, что вот Хикан молодец там, фармил на Харите. Давай второй день. Ужас. Смерть. Сбился настрой как-то, я не знаю, там, вражеский роумер нажимает второй скилл на Грокке и ульту. Дамагер это впитывает. Это не должно быть так, это ненормально, это происходило в игре, это признак того, что, не настроены были. Против Верса выходили заряженными, выигрывать. Даже ту третью мы выиграли, а, должны были по факту проигрывать. Были в потоке неком. Вот, по итогу не были вчера в потоке, просто вот и закономерный результат по факту. Реально чувствовалось, что не было вчера той энергии, которая, например, была в первый день и которая была сегодня. Общий вклад, он был намного ярче. Что можете сказать по поводу нынешней меты? Как она выглядит, на ваш взгляд? Чонг, ФП-бан или пик? Скрытопул, Кая, Гвиневр, Атлас. Как вы можете их прокомментировать? Только это скрытопул, ладно. Кая куда? То, что в лес. Кайри пикал в лес на своем индонезийском, ваншот пикал на МСС 5 сезон. Более того, вспомни на ББ-ролле Кая и Матильда, помнишь? Эти пикали Да, Верса, и мы потом инста-сетом пикнули. Это, по-моему, еще до было, ну ладно. Это после МСС. Да? Это вот ББ-ролл, помнишь, перед отъездом в Малайзию? Который чуть не слили, понял. Вот там был. Там Матильда, они пикнули Кая Матильда, выиграли, и потом мы пикнули Кая Матильда, выиграли. Что не хватило Верса, на ваш взгляд? Да я бы не сказал, что не хватило Верса. Что не хватило нам дожать вторую игру. Вот так надо ставить вопрос. Потом на 2-0, я уверен, там и 3-0, или 3-1 легкая. Там никаких 3-2 супер потнейших не должно было быть вообще. Четвертую игру, признаю, Аспирей передрафтил, уничтожил нас тем, что я, пикаю хильду в ебаный контроль. Более того, я нашел еще килл по Беатрис, потом по Фаше 0 хп остается, я после этого сделал просто сказал 100%, я в дамаг на хильде собираюсь, все, это больше так не может продолжаться, вот, и я по итогу после этого никогда не пикнул хильду. Вот, ребята, на этом подошел к концу МСС, дальше у нас ожидает еще один турнир, который будет в декабре. Вот, мы полетим в Индонезию, соответственно, будем там готовиться к М7. Спасибо большое за поддержку, ребятки, всем, кто болел, огромные респектульки. Вот, ждем вас также, что вы будете дальше продолжать за нас болеть. Болейте за Team Spirit, всем пока.